Всем привет, с вами Banana Master, и сегодня мы делаем домашку по Query Selector и Inner.html. В первой нашей задаче нам нужно было вывести в консоль наше имя. console.log Banana Master. В задаче номер 2 нам нужно было вывести в консоль месяц, в котором мы родились. console.log 7. Когда наша консоль отработала, мы можем сравнить сейчас этот вывод. Как мы можем заметить, когда я выводил семерку, она вывела с типом данных number, а слово Banana Master строкой. В задаче номер 3 нам нужно было вывести в консоль целую фразу. Добро пожаловать на курс. Запишу я это следующим образом, а именно добро пожаловать на курс. Как мы можем заметить, когда наша консоль отработала, она вывела нашу фразу вот так вот. То есть она склеила наши слова между собой. Мне нужно было добавить пробел тут и тут. Ведь в программировании каждый символ имеет значение. И если мне нужно добавить пробел, то я должен его написать. В задаче номер 4 нам нужно было вывести в консоль год 2026. В следующей задаче нам нужно вывести в консоль результат математической работы, а именно 2026 минус 200. Как мы можем заметить, у нас в консоли вывелся уже ответ. То есть это тут математически посчиталось, и в консоли я вижу результат данной строчки, данного действия. Задача номер 6 уже более сложная, потому что там нужно использовать HTML. В ней сказано, чтобы я с самого начала на страничке создал div с классом one. Давайте я это и сделаю. .one. Наш дивчик готов, после чего я перехожу в JavaScript и подключаю наш тег для дальнейшей работы. Пишу переменную one document.querySelector. Далее в круглые дужки передаю строку, ставлю точку, что означает, что я работаю с классом, и подключаю наш тег в JavaScript. Далее мне нужно записать в него слово Hello World. Если я делаю это с помощью JavaScript, то мне нужно взять тег, написать к нему inner.html и передать новую строчку Hello World. И как мы можем увидеть, наше отображение произошло. Мы смогли на экран вывести то, что я прописал в самом JavaScript. Хотелось бы добавить, что когда Query Selector используют первые разы, очень часто допускают следующую ошибку, а именно вот здесь не ставят точку. Если я не поставлю точку, Query Selector сам не поймет, что ему нужно искать такой класс, из-за чего сломается и выкинет ошибку. Точно так же он бы ругался, если бы я написал класс неправильно, к примеру, OnePage. В такой конструкции, когда Query Selector попытается найти такой класс в нашей HTML-страничке, он его не найдет, из-за чего выкинется ошибка. Кстати, в ошибке написано null. Помните, что означает null? Null означает, что его не существует, его нет в принципе. И да, это правда. У нас в HTML-странице нету ни одного тега с таким классом. Вот оно нам null и написало. Переходим к седьмой задаче. В седьмой задаче нам нужно было сделать следующее. Создать div с классом to в нашей HTML-странице. Давайте это и сделаем. Перехожу в HTML, создаю дивчик с классом to и возвращаемся в наш JavaScript код. Далее, с помощью Query Selector просят записать в него результат умножения 12 на 12. Для этого мне нужно
создать переменную, куда я подключу наш ранее созданный тег. После чего нужно визуализировать какой-то результат. И у меня сразу же ассоциация про то, что я использую inner.html. Я пишу to.inner.html. Результат чего? Умножение 12 на 12. Я так и пишу 12 умноженное на 12. Как мы можем заметить, у нас на экране вывелось 144. Это говорит о том, что мы выполнили задачу правильно и можем переходить к следующей. В 8-й задаче нам нужно было создать дивчик с классом free. Давайте так и сделаем. Я перехожу сюда, создаю дивчик и даю ему класс free. Следующим этапом я подключаю этот дивчик в JavaScript. Для этого я использую такой метод, как document_query_selector, передавая в его аргументы через точку название класса, который меня интересует. После чего пишу free.inner.html равно hello world. В задачу номер 9 первоначально мне нужно добавить следующую верстку в нашу HTML-страницу, а именно такой тег как h2 с текстом hello, и в него добавляем такой тег как span с текстом everyone. По основной задумке мне нужно заменить слово everyone на world. Исходя из того, что мне нужно заменять именно вот это слово, я буду подключать span в наш JavaScript. Для этого мне нужно добавить ему класс. Назову я класс world. После чего перейду в JavaScript, и уже здесь я могу подключить наш ранее созданный span. Подключаю я его уже нами знакомым способом, использую query selector. И в следующей строчке беру наш тег, беру его память inner.html и говорю, что там теперь будет слово world. Вот так. Как мы можем заметить, у меня возникла ошибка. Давайте я дам вам пару секунд, чтобы вы подумали, почему эта ошибка возникла. Чтобы нам было легче, я открою, покажу вам HTML. Вот он. А потом открою JavaScript и покажу вам еще раз JavaScript. И ответ таков. У меня указано, что в ошибке null. Что означает null? Null означает не существует. Это значит, что я подключаю тег, которого нету в HTML-странице. И давайте я пересмотрю классы. Здесь я объявил класс world, а тут подключил word. Логично. Такого класса нету. Как только я его исправлю, все заработает и наш текст обновится. Всегда будьте внимательны в том, что вы прописываете в круглых кавычках нашего query селектора, ведь там самые частые ошибки. В последней на сегодня задаче нам нужно в HTML-страничке создать кнопку с классом fo, а потом с помощью JavaScript добавить в эту кнопку th3 с каким-либо произвольным текстом. Для этого я перехожу в HTML-страничку, добавляю сюда кнопку и в саму кнопку соответствующий класс. В самом файле я пишу номер задачи и могу переходить к реализации ответа. Для этого я подключаю нашу ранее созданную кнопку JavaScript по классу fo. После чего я хочу перезаписать через inner.html ее текст. На такой текст, как h3, это будет как тег, с каким-либо произвольным текстом. Пусть будет название нашего канала. В результате мы можем увидеть, что кнопка появилась, и в ней даже есть тег. Тот тег, который я создавал с помощью JavaScript.
Это говорит о том, что мы задачу выполнили правильно. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.